Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это основная часть обзора. Давайте рассмотрим, какие новости, какие события произошли, что сегодня ожидать и какие движения предполагаются по ключевым активам, по доллару, золоту, нефти, рублю, евро и так далее. Обращаю внимание, что сейчас вышла первая часть по российским акциям. Если вам интересны российские акции, вы можете посмотреть эту первую часть. Друзья, давайте начнем с календарика событий, что нас ожидает. Сегодня следующий цикл выхода макроэкономической статистики по Германии. И здесь уже индикаторы, которые показывают, что происходит с экономикой Германии и какие ожидания в части делового климата. Соответственно, это то, что оказывает влияние в краткосрочной перспективе на немецкий фондовый рынок и на курс евро к доллару. Потому что, как ни крути, все зиждется только на Германии в Евросоюзе. Так, ну и вот здесь то, что касается индекса IFO, предполагается, что он выйдет чуть-чуть похуже предыдущего значения. Но, соответственно, если он выйдет еще и хуже прогноза, то, соответственно, это рынки может несколько огорчить и вызвать коррекционный откат. Но пока денежки печатают, мы с вами видели, серьезных таких вот мощных откатов их, скорее всего, не будет. Но кроме какого-то инцидента, когда какая-то мегакорпорация, банк или строительный конгломерат подаст процедуру о банкротстве или, соответственно, произойдет какой-то кризис неплатежей массовых. Поскольку на горизонте такого не предвидится, то весьма вероятно до конца сентября, до 20-х чисел все будет протекать более или менее ровно. Ну, на этой неделе посмотрим, как произойдет мероприятие в Джексон-Холле. Скорее всего, все будет мягко и позитивно. Так, и далее в 15:30 базовые заказы на товары длительного пользования. Тоже существенный индикатор, который может немножко поколебать S&P 500 и, соответственно, фондовые финансовые рынки. Ну и далее в 17:30 запасы сырой нефти. Здесь было бы логично, чтобы они не попали в ожидание и произошел небольшой коррекционный откат, ну хотя бы нефть, чтобы на 70 сходила и там поторговалась. Я имею в виду, конечно же, по марке Brent. Так, ну вот постепенно начинает активизироваться информация, обсуждение относительно того, что глобальный рост мировой экономики и восстановление после ковида находится под угрозой и под давлением. Ну и ключевые факторы здесь обозначаются два. Первый — это сложность распространения, продвижения вакцин, потому что они требуют особого температурного режима хранения, даже если они стоят дешево. И второй момент связан с глобальным потеплением, с изменением климата, что вот эти факторы, с одной стороны, то, что вакцины распространяются не так быстро, как это нужно для преодоления ковидного кризиса, и с другой стороны, что глобальное потепление, как ни крути, будет вызывать засухи, различные сбои и, помимо всего прочего, приведет к увеличению уровня воды и затоплению ряда стран, той же Голландии. Все эти факторы уже в обозримые 1-2 года ставятся как то, что будет влиять негативно на мировую экономику и помешает ей полнофункционально восстановиться от кризиса. Но я бы хотел только от себя добавить, что, наверное, с моей точки зрения, ковид, он послужил всего лишь триггером, который запустил те проблемы, которые уже накопились в современном мире и современной экономике мировой. Так, ну и вот тревожные новости поступают одна за другой. Оказывается, индекс Russell 2000 спустился ниже 200-дневной средней. Соответственно, исходя из статистики наблюдений, это говорит о том, что в ближайшее время может значительный коррекционный откат на рынках произойти. Но мы с вами знаем, что для этого есть все основания ближе к окончанию третьего квартала. Просто пока еще время не пришло, и поэтому здесь все эти обстоятельства накапливаются.
Честно скажу, я вот в эти 100-200 дневные средние я особо не верю, но если определенная статистика достоверная есть, она всегда так или иначе влияет на движение рынков, цен, как минимум потому, что люди во что-то верят и исходя из этого принимают определенные решения. Но, повторюсь, с другой стороны, все эти модели, это модели черных ящиков. Они говорят, что вот есть такая-то закономерность, дедуктивно выведенная, она справедлива в случае 1, в случае n, ну и будет справедлива в случае n плюс 1. Но она не рассматривает фундаментальные причины, что лежит в основе. И поэтому черные ящики, они порой преподносят, ну, скажем так, неприятные сюрпризы в части того, что готовились к одному, получили другое. Как это было, когда в 70-е годы в Соединенных Штатах, исходя из имеющегося набора данных, решили бороться с безработицей путем повышения инфляции, потому что была выявлена закономерность, когда немножко увеличивают инфляцию, то падает безработица. Вот. Но в результате получили и высокую инфляцию, и высокую безработицу. Это просто говорит о том, что надо любые модели черных ящиков принимать, использовать, исходя из понимания фундаментальных причин и процессов, которые происходят, иначе можно постоянно наступать на грабли. Так, друзья, ну конечно сегодня главный, наверное, все-таки ньюсмейкер это Китай. Там, в общем-то, масса интересных событий, которые в ближайшее время дадут о себе знать, происходит не так давно в связи с тем, что китайские порты были закрыты, другие порты Юго-Восточной Азии были перегружены нефтеналивными судами, танкерами. Вот. И, соответственно, сейчас вроде как в Китае решили вопрос, ковид забороли, побороли, и, соответственно, китайский порт, там крупнейший, который был закрыт, он сейчас открылся. Но нюанс заключается в том, что те суда, которые они затоваривали юго-восточные порты других стран, они там, в общем-то, очень тонкая ситуация, очень щекотливая, потому что там было много судов, которые перевозили венесуэльскую и иранскую нефть. Но момент заключается в том, что перевозка этой нефти, она находится под санкциями. И, соответственно, вот эти все всплывшие инциденты, вопрос в том, как Соединенные Штаты на них будут реагировать. То есть, казалось бы, все отлично, китайский порт крупнейший заработал, начал принимать нефтеналивные суда, танкеры, все должно закрутиться, пойти, но вот тут повылезали вот эти случаи, которые стали активно обсуждаться по поводу продажи, поставки в Китай санкционной нефти, и теперь вопрос, как Соединенные Штаты на это отреагируют. Но с учетом всех перипетий, которые происходят, скорее всего никак, но потом при каком-то удобном случае они обязательно эту карту достанут из рукава и будут всем показывать и говорить, вот Китай нарушает санкции, давайте мы им еще что-то влепим. Так, ну вот еще вышел новый персонаж, точнее он не новый, он и ранее появлялся, сейчас он активизировался, это руководитель СЕК, американского ведомства, которое осуществляет контроль за тем, что происходит на финансовых и фондовых рынках. Там в Соединенных Штатах эта деятельность выделена, соответственно, в отдельную структуру СЕК, где действительно настоящие профессионалы этим занимаются, а не все как бы стащено в одну кучу. И, соответственно, то есть вполне как бы со здравой идеей выступает этот товарищ, что китайские акции, то, что мы видели этот обвал с китайским хай-теком, это может повториться, и нужно вопрос как-то решать, возможно, даже все это дело вести к делистингу китайских компаний, ну, по крайней мере, каких-то китайских компаний на американских площадках. Но здесь надо четко понимать, что с одной стороны эта новость, она может просто шторм на рынках вызвать, с другой стороны все к этому идет. Ну, как ни крути, есть диалектика, то есть есть определенные всегда факторы, которые они к чему-то ведут, и в данной ситуации все идет к тому, чтобы китайские хай-тек, китайские компании, крупнейшие англомераты, они начали постепенный исход, а может быть даже не постепенный, с NASDAQ и из других американских площадок.
А кто-то скажет, это действие связано с тем, что американцы, они бесчинствуют, они конкурентов давят, там печеньки раздают, еще что-то делают. Или кто-то скажет, что Коммунистическая партия Китая перегнула палку с Alibaba, с обучающими площадками и так далее. Но и те, и другие, мне кажется, не совсем правы, потому что они как бы описывают то, что происходит с технической точки зрения события-инициаторы. На самом деле причина заключается в другом. Глубинная причина заключается в том, что Китай исчерпал свой потенциал, свой резерв для роста. Соответственно, китайская экономика, китайский фондовый рынок приближается к реально зомбовидному состоянию. Это будет вести к тому, что начнутся пертурбации, встряски и так далее. Соответственно, китайские власти, они пытаются как-то этот процесс минимизировать, чтобы оказывать на него влияние. Соответственно, для этого надо, чтобы не скакала капитализация у компаний, потому что если они размещены в Америке, то какие-то пертурбации, происходящие в Китае, снижение показателей, там, ухудшение и так далее, будет приводить к тому, что капитализация будет скакать, потому что она действует как, биржа действует как катализатор. Если что-то намечается хорошо, то усиливается приток капитала. Если есть какие-то негативные тренды, которые развиваются, то она может выступить как бы предвестником заранее, лишить компанию капитализации и финансов, потому что оттуда начнут выводить деньги и активы. И, соответственно, здесь получается игра идет, она вокруг тех рисков, в которые входит, точнее уже вошла, и они начинают раскручиваться у китайской экономики. Надо четко понимать, что здесь вот это поведение со стороны СЕК, вот эти заявления руководителя СЕК о том, что нужно что-то делать с китайскими компаниями, размещенными на американских площадках, это реакция китайского руководства по поводу того, что там вводить, по-всякому прессовать компании в части размещения на Западе, в части предоставления там каких-то данных по китайцам и так далее. Это всего лишь отголосок того, что надвигается цунами на китайскую экономику, на китайскую промышленность. Так, ну и вот очень интересная статья как раз на этот счет по поводу реакции китайских монетарных властей, китайских властей по поводу политики Федеральной резервной системы и по поводу того мероприятия, которое запланировано на этой неделе, пресс-конференции в Джексон-Холле. Ну, если кратко, суть этой статьи заключается в том, что китайцы опасаются, что американцы разгоняют инфляцию и потом эту инфляцию экспортируют в другие страны, в частности в Китай. Но надо сказать, что китайцы в этом плане правы, и они видят то, как процесс этот и происходит. Ну и на текущий момент возникает такой эффект, что китайская и американская экономики, они находятся в противофазе, в некоторой противофазе. С моей точки зрения это связано с тем, что по сути на протяжении многих лет, но если быть точным, последние 40-50 лет, по сути Китай был обслуживающим промышленным мегаполисом, ну кто-то скажет копировальным аппаратом западной цивилизации, западной промышленности. Соответственно, все везли туда, там было дешево производство, производили товары. Ну, китайцы постепенно там тянули технологии, что-то там свое развивали. В какой-то момент они это что-то свое развивали, это стало мешать идеологическому господству Запада. И помимо всего прочего, то, что они развивали не столь энергично, и поэтому в силу ряда причин, того, что они не успели стать, скажем так, технологическим лидером мира. Как ни крути, все ключевые технологии разрабатываются в западных странах, Соединенные Штаты, Германия, Израиль, плюс демографические проблемы в Китае, которые были созданы политикой на протяжении 40-50 лет, одна семья, один ребенок, плюс смена технологического уклада вообще в целом мира, то есть китайские фабрики, они не в полном объеме успеют перестроиться, и кроме того есть большое желание у Соединенных Штатов и Европы самим производить высокотехнологические товары и то, что нужно для зеленых технологий, поэтому здесь будут бадания, будь здоров. Ну и как мы видим, происходит
замедление роста китайского ВВП, который экстенсивный и требует китайская экономика и вообще вся парадигма развития Китая роста более 60% ВВП в год. Идет схлопывание кредитного цикла, соответственно, Китай сейчас предпринял ряд мер для того, чтобы кредитный маховик раскрутить. Это и снижение норм резервирования у китайских банков, это и там массовое предоставление кредитов предприятий частным лицам. Но, с моей точки зрения, это уже поздно, и это, скорее всего, не возымет необходимого действия. Ну и плюс, само собой, китайцы, конечно же, боятся, что вот это схлопывание, которое начнется в случае сокращения выкупа активов со стороны ФРС и поднятием ставок, оно приведет к эффекту бегства капитала с китайского рынка. И, соответственно, западные инвесторы, которые активно инвестировали в китайские компании, они просто начнут выводить свои капиталы. И это приведет к тому, что китайский фондовый рынок, китайская экономика сложится уже окончательно и уже железно. Такой вот финансовый цунами возникнет. И поэтому, конечно, политика ФРС у Китая, у китайских властей вызывает недовольство и вполне обоснованные опасения. Ну, с моей точки зрения, они абсолютно правильно поступают. Единственное, только вот то, что они, скажем так, явно громогласно вовремя эти вопросы не поднимают, это, конечно, неправильно. Потому что как бы западное общество построено таким образом, что нужно не там ждать какого-то удобного момента или когда там вовремя что-то достать или уколоть. То есть здесь, если проблема возникает, ее нужно как можно раньше озвучить. И поэтому китайцам, конечно, с моей точки зрения, большой минус, что они вот этот вот вопрос, связанный с тем, что политика, финансовая политика Соединенных Штатов, она может Китай в ускоренных темпах сложить и завалить. То есть об этом надо было уже раньше и очень громогласно заявлять, и всюду это обсуждать, и за столы переговоров садить американское правительство, американских чиновников, для того, чтобы выработать какой-то совместный план, чтобы действия ФРС они не привели к тому, что Китай сложится очень сильно и очень болезненно. Так, друзья, далее давайте перейдем к графикам. Китайский фондовый индекс CSI 300, он сегодня бородирует в районе 4900. Ну там плюс-минус в районе нуля идет движение, и пока здесь ну, никакой тренд на текущий момент особо не оформлен. С одной стороны, если посмотреть более масштабно, действительно здесь такая вот разворотная каркозябра рисуется, которая должна его на 5300 подбросить. С другой стороны, вот это движение, оно идет без особого огонька, без особого разгона. И поэтому, конечно, если будет взято диапазон 4900-5000, вот этот диапазон, если здесь начнут идти объемы, то весьма вероятно будет и следующая фаза движения на 5300. Но с учетом того, что происходит в мировой экономике, в китайской, мне пока в это движение на рост Китая не особо верится. Ну а сегодня на текущий момент Китай, получается, нейтрально торгуется и существенно ни на Россию, ни на Запад не повлияет. Так, далее Baltic Dry продолжает летать в космос. И, соответственно, поскольку стоимость фрахта она продолжает неукоснительно расти, негативный эффект накапливается все больше и больше. Негативный эффект, который заключается в скрытой инфляции издержек. Так, друзья, далее VIX, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, так вот он пока непонятно затаился в районе 17. Вроде как и движение наверх не пошло. То есть, по идее, он должен сейчас консолидироваться. Но, с другой стороны, как бы попытка отскока, она, в общем-то, зафиксирована. То есть, сегодня большой вопрос, как будут развиваться события. И по логике вещей, в ожидании речи Пауэлла, который будет в пятницу, ну, волатильность она должна подрасти. Так, друзья, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Ну, на самом деле, в ожидании пятницы вполне логично, что он где-то вот в этих значениях и будет консолидироваться. Сегодня еще статистика по Германии выйдет, я думаю, это окажет определенное воздействие. Но наиболее логично это консолидационный диапазон в ожидании того, что будет в пятницу. Ну и, соответственно, сегодня там движение может быть 93.17.
пока особых оснований для роста нету. Единственное только то, что мы находимся здесь, можно разглядеть растущий канал. И получается следующая картина, что если сегодня-завтра консолидация не происходит, то есть идет поступательное движение на рост, то тогда весьма вероятно, что к концу недели и речи Пауэлла мы увидим тестирование вот этой двойной вершины. Так, друзья, далее давайте эфириум взглянем. Дневной таймфрейм, отличная здесь картинка. Вчера он просел, вот, но ключевые уровни не пробиты, 3100 удержано. Проседание такое слабенькое, формальное. И поэтому, если мы не идем пробивать 3100-3000, вот этот диапазончик, то у нас здесь формируется сегодня-завтра движение, цель которого потестить и пробить 3400, и отсюда уже дорога идет на 4100. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Здесь идет некоторый коррекционный откат, но действительно все как бы личные цели, они были выполнены. Ну, на 72 ее зашкварник же не тащить. То есть, по идее, здесь должен быть консолидационный диапазон в районе 69,5-70,5. Какое-то время должны проторговаться. Но ведь нет уже такого, что дефицит нефти, что просто никто не знает, что и как делать. Поэтому да, здесь спекулятивное движение, стопы сняли. Ниже на 60,5 не пошли, это хорошо. И, соответственно, теперь, поскольку 70 пробито, закрепились выше 70, полагается здесь какое-то время, с моей точки зрения, поторговаться. Так, ну а часовой таймфрейм достаточно боевую нефть, он указывает на то, что сейчас идет движение, цель потестить и пробить 71.25. Если таковое происходит, то следующая цель движения будет находиться в районе 71.4, 71.5. Ну, опять же, 72 сегодня-завтра пробить, это было бы слишком круто. Так, друзья, далее золото. Ну, смотрите, по золоту очень-очень интересная ситуация, очень. То есть здесь полномасштабная высадка десанта произошла. И, соответственно, на сегодня, сейчас ждем, если не будет последующего движения с пробоем 1794, то отсюда прямо уже на сегодня пойдет, скорее всего, волна движения, у которого цель будет для начала 1807. Немножко не добили 1814, поэтому на 1814 будут его затягивать. Обращаю внимание, 1794. Если здесь возникает пробой сегодня, особенно перед открытием Америки, то весьма вероятно повезут в район 1784, вот сюда вот куда-то. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Здесь интересная ситуация, потому что идет борьба за уровень 165 500. Ну, сегодня с утра немножко отлили под уровень, ничего страшного, поскольку ключевое значение 164 500, 164 250 не пробили. И, соответственно, сейчас идет поджатие к уровню. Соответственно, сегодня первая половина дня, если не идет добитие 164 500, то здесь у нас развивается движение и закрепление в районе 165 800. И потом по факту пробой 166 тысяч, у нас конечная цель движения находится на 169 тысяч. Завтра экспирация опционов, там сделана ставка на 172 500. И поэтому при малейшем позитиве, который будет, попытаются на эту циферку, возможно, завтра натянуть. Опять же, позиции по опционам это не 100%, там часто решаются различные локальные задачи, делаются ставки, встречные в том числе. Вот, поэтому, ну, это определенный ориентир на то, что ожидают позитив, но это не значит, что прям вот железно на 174 завтра натянут РТС. Хотя вероятность при бойком движении S&P и нефти вверх, она имеет место быть. Но сегодня как бы задача закрепление выше вот этого диапазона и возможно движение на 167 800. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Ну, смотрите, вчера вроде бы такое движение с огоньком было на укрепление рубля. Сегодня размещение ОФЗ и сегодня окончание крупных налоговых выплат. Поэтому в рамках данного мероприятия, а также поскольку идет рост индекса доллара, небольшой пока,
Вот это движение, оно вполне логично. И поэтому на текущий момент у нас сегодня под вечер цель движения 74.08, 74.1, вот сюда, к этому значению. Опять же, если в течение дня происходит пробой 73.7, 73.6, то весьма вероятно будет коротенькое движение в район 73.5, 73.6. Ну, как видите, здесь ситуация по рублю, она достаточно устойчива, никто рубль, по крайней мере, на текущий момент сейчас не топит. Здесь, я думаю, сейчас наиболее логична консолидация в диапазоне, и потом под вечер попытка сходить 74.08, возможно 74.2. Так, друзья, далее евро-рубль tomorrow, дневной таймфрейм. Здесь ситуация схожая, вчера высадка десанта, рубль укрепили, но на сегодняшний день идет устойчивое закрепление 86.6, соответственно 86.5, если пробои с утра днем не происходит, то нас сегодня под вечер ждет движение, у которого цель будет 87.15 и возможно даже 87.3. Вот. Если здесь возникает пробой, то соответственно следующая цель движения будет в районе 86 рублей за 1 евро. Так, друзья, ну вот напоследок по Северстали был вопрос. Смотрите, здесь по Северстали уровень 1650, недельный таймфрейм. Соответственно, если этот уровень в ближайшее время не пробивается, удерживается, то у нас по Северстали вполне как бы вот цель движения 1820, а возможно даже 1850, она вполне может быть отработана. Ключевое удержание вот этого уровня, если он не пробивается, удерживается, то здесь есть все шансы для движения наверх. Ну, если брать дневной таймфрейм, действительно здесь сформировалась такая вот разворотная формация, и вопрос только в удержании 1650. Если оно не пробивается, открыты все двери для того, чтобы сначала сходить на 1800 и потом еще даже повыше есть цель движения. Друзья, ну в общем-то все, основные новости, основные активы. Спасибо за внимание, успешных торгов.